Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание сакральному месту в доме и поговорим о кухне, и поговорим о том, почему нельзя мыть руки на кухне, потому что когда вы делаете это действие на своей кухне, вы таким образом не только разрушаете энергетику своего дома, но привлекаете и безденежье, и нищету. Почему это так? Далее, друзья, более подробно все в этом видео. Так, давайте начнем с того, что, друзья, кухня – это сакральное место в доме. И в этом месте необходимо всегда поддерживать и порядок, и уют. Наши предки к кухне относились с особым уважением и особым трепетом. Они знали, как с ее помощью привлечь в дом положительную энергетику, а с ней и счастье, благополучие, крепкие семейные отношения, а также денежные потоки. И они боялись привлечь негативную разрушительную энергетику в свой дом, не то чтобы даже в кухне, потому что они понимали, что таким образом это принесет бедность, неудачи, ссоры между родными людьми. А кухня считается источником богатства в вашем доме. С ней связано много обычаев, народных примет и разных поверий. От того, как вы обустроите вашу кухню и от того, что и где будет в ней находиться, можно тем самым улучшить будет энергетику дома, либо разрушить ее. Поэтому перед тем, как что-то сделать в своем доме, хорошо подумайте, правильно ли вы делаете или поступаете, чтобы ваши действия не повлекли за собой определенные изменения энергетики в вашем доме. А когда начнут сыпаться разные неудачи, чтобы вы не думали, как же вам это исправить. Изначально вам нужно научиться делать так, чтобы ничего не мешало поступлению в ваш дом или в квартиру позитивных энергетик и обновлению их. Помните о том, что на кухне формируются наши энергетики и энергетики тех людей, с которыми вы проживаете в одном доме. А грязь, беспорядок, испорченные продукты, ненужные вещи, предметы – это все накопители негатива, вследствие чего в вашем доме появляются неудачи, ссоры, скандалы, недопонимания, будет отсутствовать счастье и притягиваться бедность. На кухне должны быть всегда чистые окна, подоконники, техника. Не заставлена должна быть и кухонная мебель. Также вы должны промывать пол хотя бы 3 раза в неделю. Вообще сама кухня по себе символизирует достаток в семье. А если она грязная, неухоженная, она то же самое будет у вас происходить и с деньгами. Потому что негативная энергетика, которую излучает грязь, она просто поглощает энергию денег. Знаете, как воронка такая. Кухня содержит много энергии, благодаря тому, что на ней собраны разные предметы и вещи, которые излучают свои определенные вибрации и энергии. Например, кастрюля, холодильник, обращаем ваше внимание, это стихия металл. Если мы говорим о мебели, это дерево. Если мы говорим о мойке, это вода. Если мы говорим с вами о плите, это стихия огонь и так далее. И из-за того, что воедино собирается на кухне много энергий, их интенсивность гораздо выше, чем в любом другом месте вашего дома. Кухонную мойку на кухне всегда нужно содержать в чистоте. Нельзя оставлять в ней на ночь грязную посуду. Грязь и вода, которая имеет свойство усиливать энергетику, в данном случае она будет усиливать энергетику грязи. Это просто разрушит положительную энергию кухни и принесет дому и жильцам непоправимый вред. Также категорически нельзя мыть руки на кухне, потому что таким образом вы смываете весь негатив, который вы подобрали на улице, в общественном транспорте, в магазине, на работе и так далее. Вы не знаете, взявшись за поручень или за любой другой предмет или вещь за пределами своего дома, с какой энергетикой или настроем перед вами другой человек брался за этот же предмет, если он нес в себе негатив, а вы, дотронувшись, подберете его на свои руки и принесете домой.
Помыв на кухне руки, вы тут же усилите этот негатив с помощью воды и запустите его сразу в том месте, где собраны в кучу все энергетики в вашем доме. Он начнет распространяться с необычайной скоростью, и вы оглянуться не успеете, как на вас начнут сыпаться проблемы разных масштабов. Между близкими пропадет взаимопонимание, и с каждым днем все это будет только усиливаться. Также помните о том, что вы готовите еду на кухне, а это энергия, которая наполняет всех членов вашей семьи. Еда, приготовленная в чистой, в ухоженной, правильно обставленной кухне, приносит счастье, удачу, положительную энергетику тем, кто ест такую еду. А вы будете готовить еду на кухне, которая будет пропитана негативом, принесенным вами извне, и, соответственно, еда, приготовленная в таком месте, будет изначально нести в себе разрушительный посыл. И те, кто с вами живут, будут каждый день это все поглощать, разрушая тем самым свое энергетическое поле. А когда поле будет разрушено, негатив обовьет полностью вас и членов вашей семьи. Защита пропадет, и вы станете подвержены сглазу. Зависти и неприятности таки будут преследовать вас. Вы будете готовить, вы будете находиться, кушать, каждый день впитывая негатив. И делать это все в кухне, которая также, к сожалению, пропитана вот этой энергетикой. Со временем ваше энергетическое поле, к сожалению, может закрыться. Вы перестанете воспринимать и принимать другие энергетики, такие как энергетика счастья, благополучия, денег, и негатив начнет притягивать только негатив. Вы и ваши домашние начнете расстраиваться из-за неудач, которые вас будут окружать. Вы можете впасть в депрессию, у вас появится упадок сил, возможно, даже пропадет интерес к новым начинаниям. Вы перестанете общаться и с окружающими вас людьми. Вы можете потерять работу. Все это будет накатываться как снежный ком, который в какой-то момент вы поймете, как вам тяжело будет остановить. Поэтому никогда не мойте руки на кухне, придя домой. Для этого есть специально отведенные места в вашем доме. Также мыть руки на кухне – это все-таки не гигиенично. Моя руки на кухне, вы создаете себе и множество проблем. Потому что помните, очень многое зависит от энергии, которые вас окружают. Они либо помогают вам, либо несут разрушение в вашу жизнь. Поэтому, пожалуйста, опасайтесь необдуманных поступков. Прежде чем что-то сделать, подумайте, зачем вы это делаете и какие могут быть последствия. Недаром наши предки всегда нас учили, что моем руки в ванной комнате. И это было неспроста, потому что кухня – это наше с вами сакральное место. И вообще старайтесь поменьше нести негатива и разрушительной энергетики не только в свой дом, но и особенно на кухню. Потому что на кухне, как мы все знаем, мы все вместе собираемся, мы обсуждаем какие-то вопросы, моменты, нюансы нашей жизни. Вспомните, когда приходят гости, куда они, как правило? Как правило, вы приглашаете на кухню, чтобы вместе выпить вкусного чая или кофе. Поэтому очень важно, чтобы вы к этому месту относились особенно. А когда вы, побывав где-либо на улице, в общественном транспорте, на работе, приходите домой и идете сразу мыть руки на кухню, вы таким самым вообще изначально проносите вот всю эту негативную энергетику, возможно, даже разрушительную, в свой дом, в свою квартиру и на кухне. То, кроме того, обращайте внимание, что соль, которая есть у вас на кухне, она всегда должна быть в чем-то закрытом, в закрытой емкости, в закрытой баночке, потому что соль, она очень сильно впитывает все энергии, независимо, они положительные, отрицательные, разрушительные или созидательные. И представьте себе, каждый раз, когда вы солите, допустим, и готовите, таким образом вы еще и что-то приумножаете или увеличиваете действие этой соли. Поэтому будьте также внимательны. Также никогда не ставьте сумки на стол, который у вас есть на кухне. Это не место для сумок. Запомните это также раз и навсегда.
Также стремитесь к тому, чтобы на вашей кухне всегда была чистота и порядок. Это очень важная аксиома, о которой многие, к сожалению, забывают, особенно сейчас в современном мире, потому что мы все куда-то спешим, у нас не хватает времени, и думая о том, что ой, я вот так сделаю, так будет удобнее, быстрее и так далее, это приводит к определенным последствиям, о которых мы не всегда задумываемся. Друзья, мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной и нужной для вас информации.